Котик — это интеллектуальный инновационный робот-доставщик, и сейчас его вес составляет 55 килограмм. Робот не сильно большой, его рост составляет 1,30 м, ну примерно как подросток. Робот хорошо чувствует себя на гладких поверхностях, на мягких ковровых поверхностях. Неплохо перемещается, может преодолевать небольшие препятствия. Ну, например, он может двигаться по брусчатке ровной. Брусчатке, плитка, которая вымощена обычно у нас тротуар. По булыжниковой мостовой, конечно, он будет ехать очень с трудом, но это нежелательная поверхность для него. Лучше всего он будет передвигаться по ровному, гладкому полу, твердому покрытию. Робот-котик может двигаться очень плавно. Помимо основного режима, когда его скорость задается в настройках, у него есть дополнительный плавный режим, который включается при доставке очень чувствительных вибрациям предметов. И робот очень плавно трогается, очень плавно останавливается, снижая скорость до нуля постепенно. Не резко тормозя, а именно плавно останавливаясь. Таким образом, мы спокойно можем перевозить, например, шампанское в высоких бокалах, наполненных полностью на верхней площадке, и робот будет плавно тормозить перед любыми препятствиями, объезжать их, и шампанское даже не колышется в бокалах. Робот оснащен лидаром, который 5400 раз в минуту сканирует пространство перед собой, и 3 датчиками, которые точно так же дополнительно сканируют пространство снизу вверх и сверху вниз, что позволяет строить 3D-карту пространства перед собой на основе той карты, которая заложена в него, и обходить препятствия, которые возникают, которые двигаются непосредственно с самим роботом в потоке. Таким образом, робот понимает, где он находится и какие опасности или препятствия возникают перед ним. Он различает предметы высотой до 5 сантиметров от пола и выше. Если человек идет ему навстречу, то робот заранее видит этого человека и прогнозирует его траекторию и объезжает это препятствие, либо останавливается, в зависимости от программы, которая у него есть на этом маршруте. Робот может как остановиться и подождать, пока препятствие покинет его маршрут, так и объехать это препятствие. Это задается его настройками. Также задается ширина, на которую робот может отклониться от своего маршрута. Это может быть полметра, либо 2 метра, в зависимости от настроек. Либо он будет стоять и ждать, пока возникшее препятствие не покинет его траекторию. Если же к роботу подойти резко сбоку, то вероятность того, что он вас заденет, конечно, выше. Но робот-котик видит почти 270 градусов перед собой. Это очень широко. Мы даже сами, человек не видит у человека нет такого угла обзора. И даже в такой ситуации робот предпримет все попытки, чтобы плавно остановиться и не коснуться никак препятствия. Да, робот может понять, статичный это предмет или это предмет, который двигается, например, человек. Человек, он видит как 2 точечки таких, идущих лидаром, и прекрасно понимает, что это человек. А, например, стул, который стоит статично и не двигается, он понимает, что это статичный предмет. Соответственно, он объезжает и строит траекторию, исходя из этих данных. Конечно, это доставка. Доставка как напитка, так и еды. Это привлечение внимания, то есть дети очень активно с ним взаимодействуют, реагируют. Его постоянно фотографируют, снимают, публикуют с ним, соответственно, истории, рассказывают друзьям. Естественно, все, что на нем снаружи наклеено, может быть использовано для привлечения гостей, как рекламная площадка. Поверхность робота мы называем кожей, и эту кожу мы можем полностью менять с помощью наклеек. Таким образом, мы меняем полностью вид робота. Он может превратиться, например, в новогоднюю игрушку. Он может превратиться в робота в смокинге. Он может превратиться в какого-то полностью разрисованного татуировками якудзу, который будет привозить вам японские суши. Это позволяет очень быстро кастомизировать робота под нужные нам задачи, под нужные нам проекты. И даже в течение дня мы можем быстро поменять облик робота, просто поменяв на нем наклейки. Помощь официантам. Непосредственно робот может вести на себе 40 килограмм груза, не каждый официант унесет столько за раз.
большой торт, большое количество стаканов, например, робот может вывести, и нам для этого понадобится не 5 официантов, а всего один официант сможет обслужить сразу несколько столиков за один раз. И мы таким образом экономим количество официантов, используем не 5 человек, а, допустим, одного-двух. То же самое с уборкой столов. Мы можем точно так же, за счет того, что робот везет 40 килограмм различных предметов, один официант за один раз сразу может убрать значительно большее количество столов. Он может, помимо развоза напитков, возить какие-то рекламные материалы. Это могут быть буклеты, это могут быть визитки, это могут быть какие-то сувениры, это может быть просто вода, которую он будет возить на конференции постоянно циклично по маршруту. Иногда он будет приезжать в точку, где его пополняют, и ехать дальше по своему маршруту. Также робот может распознать, в принципе, вообще человека. Ну, у него есть камеры, которые могут увидеть его и понять, что это человек. А в будущем еще и узнать, что это человек, непосредственно его лицо, его одежду. Мы как раз работаем над этим, чтобы робот мог с помощью своей камеры, обычной камеры, как в нашем телефоне, ну или как вот камеры, которые мы сейчас снимаем, узнать предмет перед собой и, исходя из тех параметров, которые мы в него запрограммировали, сделать какие-то действия. В роботе операционная система – это Android. Также есть низкоуровневое программное обеспечение, которое взаимодействует непосредственно с двигателями и датчиками. Это уже непосредственно разработка Pudu Robotics, и это их разработки, их программное обеспечение. Интерфейс пользовательский построен на операционной системе Android. Это основной интерфейс робота, где мы можем выбрать различные группы, которые запрограммированы, например, места. Это все заведения, которые у нас есть на фудкорте. Или все столы. Сейчас у нас тут больше 100 столов. И мы можем выбрать любой из этих столов. Здесь выбираются лотки. Ну давайте, например, выберем верхний столик, у нас поедет в Right Hops. Находим это заведение. А второй лоток у нас поедет в Martini Bar. Также мы можем выбрать плавный режим доставки. В этом случае робот будет ехать более плавно и останавливаться не вот так вот резко, а очень плавно. Сейчас у нас выбраны вот эти режимы, но их значительно больше. Режим доставки – это доставка именно до стола, когда робот приезжает и ждет, либо пока человек не заберет заказ и не подтвердит, что он забрал его, либо же по истечении определенного времени оно настраивается, робот автоматически возвращается. Также робот имеет датчики, которые позволяют нам понять, забрали заказ или нет. Эти датчики находятся вот здесь вот. И, соответственно, предмет, который находится на подносе, робот видит. Как только мы его убрали, робот понимает, что предмета больше нет, и начинает возврат обратно. Режим движения. В этом режиме робот будет следовать по запрограммированному маршруту на карте циклично. Также можно запрограммировать точку, в которой робот произведет остановку, подождет и поедет дальше. Режим прямой доставки. В этом случае робот доедет до точки, которую мы ему выбрали, и будет там дожидаться следующих указаний. Он не будет возвращаться домой на точку старта, а будет ждать, чтобы его отправили куда-то еще. Этот режим подойдет, например, чтобы нам можно было отправить его к ресторану, и в дальнейшем случае из ресторана робот уже получит указания, куда ехать дальше. Режим возврат. В нем робот автоматически переходит к возврату на его домашнюю точку, на точку старта. Это приложение, которое работает на компьютере для взаимодействия с картой робота, ее редактированием, построением, настройки. В данном случае у нас очень большая карта. Каждая точка, например, мы возьмем вот этот стол. Его можно как угодно переместить, привязать, он автоматически примагничивается к синей линии. Синяя линия – это маршрут, то есть дорога, по которой робот может проехать. Она также рисуется в карте, ее также можно изменить.
поменять этот маршрут, как нам захочется. Ну, естественно, он должен опираться на данные карты. То есть мы не можем нарисовать маршрут вот так через стену. Это будет ошибка. Робот просто упрется в эту стену и не поедет дальше. Я могу также поменять. Вот сейчас я меняю, например, давайте я покажу крупнее. Вот эта бирюзовая линия, она обозначает то, куда будет повернут робот при достижении этой точки. То есть, приехав к этой точке, робот повернется лицом по направлению этой линии. В настройках мы можем расширить эти режимы. Переходим в настройки. Настройки у нас заблокированы паролем, то есть никто случайно или специально в них не зайдет, не зная пароль. Это основное меню настроек. В нем у нас есть стандартные настройки, где мы можем регулировать яркость экрана, выбрать язык, на котором робот у нас будет с нами разговаривать, подключиться к беспроводной сети, настроить функции, которые у нас будут возможны при выборе режимов работы, выбрать карту, если у нас несколько карт, или синхронизировать карту, также выбрать пункт, куда робот будет возвращаться по завершению заказа. Настроить громкость музыки, громкость звуков, которые он будет говорить, либо громкость при нажатии на клавиши. Настройки голоса, при движении можем ввести нужную нам фразу, и робот будет ее произносить. Также есть различные режимы, в которых робот будет говорить разные фразы. Все полностью эти функции мы можем настроить, то есть настроить голос приветствия. И робот будет приветствовать вас определенной фразой. Робот даже интонации воспроизводит корректно. Выбираем интервал воспроизведения, ну и все настройки, которые мы видим здесь. Настройки скорости движения. Мы можем плавно регулировать настройки, но есть еще более точная настройка, она производится уже на компьютере, либо в специальном скрытом меню дополнительных настроек, где мы можем еще более точно корректировать скорость движения робота. Настройка анимации, да? Да, здесь мы видим настройку анимации экрана. При разных режимах мы можем выбрать бегущую строку на роботе сзади. Ну, давайте покажем. Здесь мы видим обновление и текущую версию прошивки робота. Это происходит все через облако. Робот автоматически проверяет доступные обновления. И если ничего нет, то он показывает нам такое уведомление. Но если есть новая версия, автоматически происходит ее обновление. Отладка. Доступ туда по паролю. Ну, здесь мы видим более уже детальную техническую информацию, которая позволяет нам проверить и продиагностировать все функции робота. За полгода работы у нас не возникло ни одной серьезной физической неисправности. Робот хорошо перенес все транспортировки, постоянный перевоз с места на место. У него очень прочная алюминиевая рама, довольно прочный, при этом гибкий пластик, который при снятии установки спокойно выдерживает эти операции. То есть не так, что мы один раз сняли и там все раскрошилось. Нет, его можно снять, обратно поставить, обклеить, снять обклейку. Он легко протирается, то есть не маркий. Робота можно обслуживать подручными средствами, то есть это мягкие тряпочки, влажная уборка. Конечно, роботы не идеальны. Например, если мы поменяем пространство, по которому робот перемещается, ну, например, сдвинем столы так, что робот не узнает это место, нам нужно будет подредактировать карту и обновить ему эту карту. Иначе робот будет просто теряться. Но при незначительных изменениях, ну, например, мы подвинули стол на 30 сантиметров, конечно, робот не сочтет это критичным и просто объедет такое препятствие.
Но если мы, например, в пустой зал добавим 5 новых столов и пустим туда робота по старой карте, то, конечно, он потеряется. Он просто скажет, что простите, я не знаю, где я, мне нужна помощь. И остановится. А на выездных мероприятиях составление карты всегда сопутствует с такими случаями, как изменение площадки. Например, вечером была площадка не до конца готова, а на утро у нас появились новые абсолютно столы, новые стенды, и приходится быстро менять карту. Но так как карта уже составлена, довольно легко обновить, просто пройти еще раз с роботом по маршруту, просканировать это пространство, и мы получаем уже верную карту без ошибок, и робот по ней работает. Мы можем установить дополнительное программное обеспечение, можем разрабатывать свой софт. В принципе, мы можем установить любое программное обеспечение, которое написано для операционной системы Android. Мы умеем менять эмоции робота, то есть это видеоряд, который робот может показывать при взаимодействии, когда мы его гладим. Изначально это просто мяуканье с небольшими эмоциями, котиком. Но мы научились добавлять туда свои эмоции, то есть какой-то логотип, либо какую-то другую анимацию, которая будет направлена на наши задачи. Ну, то есть конкретно логотип заказчика, либо заведения может быть показан при взаимодействии с роботом. В будущем это и взаимодействие, то есть на основе нейросетей, расширенный функционал, более сложные сценарии его взаимодействия, более сложные сценарии его реакций на какие-то внешние раздражители. Голос, визуальный образ, допустим, время суток, и он может в разное время дня делать разные задачи. Мы сейчас работаем над тем, чтобы сделать комфортным обслуживание роботов удаленным, чтобы специалисту не нужно было приезжать каждый раз на площадку и непосредственно физически взаимодействовать с роботом. Таким образом, мы ускорим процесс настройки робота удаленно, исправления, добавления каких-то новых локаций роботу или исправления карты у робота. Также мы хотим добавить туда нейросети, которые позволят нам взаимодействовать с визуальным контентом, который робот видит перед собой, его анализировать и выполнять задачи на основе этих данных.